Всем привет! Сегодня хочу показать билд на Мали через раннюю агрессию FT1. Для удобства пользования создал вот такую вот таблицу, где указаны эпохи, и здесь по порядку действия, которые мы будем делать друг за другом, чтобы не запутаться. Особенно хорошо помогает на ранней стадии освоения билда, поэтому можете скринить, пользоваться. Итак, поехали. Начинаем с того, что отправляем 5 поселенцев на дерево и одного на строительство копии. После того, как скинут первое дерево, тут добавляем сразу же 2 домика этим же поселенцам. После чего он отправляется добывать овечек. Все последующие поселенцы, которые будут входить в ТЦшки, также пойдут на фарм овечек, вплоть до 15. Когда здесь будет 15, мы переставляем ролл на лес. Разведчикам нам нужно собрать первых овец хотя бы с половиной карты, потому что наш фарм будет основываться вначале на овцах. И его задача, это также на ранней стадии игры, узнать, где противник добывает свои основные ресурсы. В данном случае у нас японец, его основной ресурс голда, так как японец обычно стремится в Т3, у него там самураи, они очень сильно зависимы от голды, и голду легче всего контрить. То есть нашли голду, нашли, где он еще и фармит еду. Отлично, то есть у нас будет 2 места, куда мы будем целиться. К этому моменту у нас уже накопилось 150 древесины, что хватает на казарму. Что мы сейчас и начнем делать. Берем одного поселенца с леса и отправляем его делать казарму. После того, как казарма у нас будет готова, мы запускаем производство первых донцев. Заранее выставляем ролл на голду. Проставляем донцу в очередь. И когда донцу сюда подбежит, он автоматически начнет атаковать нашего недруга. Тем временем наши 5 мужчин продолжают фармить лес. Фармить лес в окрестностях ТЦ. Поначалу лесопилку не ставим. Следующее, куда мы тратим лес, это, естественно, донца. И ставим вот здесь вот 2 домика дополнительно. Берем человечка с еды, еще 2 домика рядом с шахтами. Именно только рядом с шахтами, так как они дают нам пассив на голду. За счет чего мы можем не ставить наших поселенцев на добычу голды, а занять их более полезными вещами. Вот. И после того, как поставим тут 2 домика, можно ставить лесопилку. Здесь я, конечно, лесопилку поставил раньше, из-за чего у меня будет небольшая просадка по населению, то есть какое-то время не будет появляться. Это ошибка. Сначала ставим домики. К этому моменту у нас уже подбегает донцу, кидает копье в поселенца. Вот, оно еще не долетело. Все, воткнулось. Нашу атаку будем строить, в принципе, изначально именно на этом вспыле. Он откатывается 15 секунд, наносит поселенцу 5 единиц урона, у поселенца всего 50 единиц здоровья, то есть 10 вот таких вот молодых амбициозных донца могут с одного залпа раз в 15 секунд убирать одного поселенца, что просто убьет экономику противника. При грамотном подходе этот билд будет very well уничтожать на старте многих. Многие цивилизации, у которых, в принципе, нет каких-то супер крутых бафов на оборону. То есть, если мы играем против Англии, там, против Священной Римской империи, тогда я советую рассмотреть все-таки другой билд. Потому что у них очень все хорошо с оборонкой. На старте их сложно кошмарить. А в данном случае японец, который идет с Т3 в развитии, такого, наоборот, надо кошмарить таким билдом. И не давать ему выйти в кодекс самураев. Начинаем подходить, потихонечку откидывать. На данном этапе мы не убиваем поселенцев, но мы их раним. То есть мы останавливаем его экономику, то есть он не может добывать голду, он тут с еды, ему пришлось откинуть людей. То есть он теряет время фарма, в то время как мы время не теряем, мы либо сносим здание и в идеале по возможности откидываем копию там раз в 15 секунд. То есть когда у нас уже накопилось
5 донсо, мы можем в 2 захода убить поселенцев, что мы сейчас и сделаем. Опять отлетело копий, минус половина хп. 15 секунд откатываем. Здесь у меня просто ускорено времени. Все, мы 15 откатили, бац, второй заход, поселенца нет. То есть, когда у нас будет 10 донсо, мы можем это делать с одного захода. К этому моменту у нас уже 15 на еде, до сих пор первая эпоха, потому что мы всех откидываем, ну, то есть мы постоянно производим поселенцев, постоянно производим донса, поэтому находимся до сих пор в Т1. И вот эти вот как раз 15, уже 16 поселенцев нам дадут такой буст по еде, чтобы непрерывно производить юнитов. И также перейти одновременно с этим в Т2. Чем мы сейчас и займемся. То есть 15 у нас есть, кинули ролл на лес. Берем 4. Ну, я взял 5. 4-5 поселенцев, начинаем строительство шахты Мансы, которые нам тоже будут давать голду на пассиве. Тем временем не забываем про атаку. То есть весь наш фокус в этом билде, он на атаке. То есть мы нападаем, можем разделить наших донсов на 2 отряда и просто отвлекать с разных сторон нападать. Есть высокая вероятность, что противник не заметит атаки, там, допустим, мы атакуем с левого фланга, одновременно с правого. Он не заметит атаки с одного фланга, и нам удастся убить поселенца в рукопашной. В данной ситуации он уже в Т2 успел создать несколько лучников, которые имеют повышенный дамаг по копейщикам, в том числе и донса, и с ними в прямой контакт вступать не надо. То есть просто стоять и дамажить их не надо. С ними нужно поступать так же, как и с поселенцами. То есть отошли, откинули копье и ушли назад. И таким образом мы за копейщиков даже можем вначале контрить лучников противника, пока у нас не появилось своих метателей копий, точнее стрелковых отрядов. Действуем точно так же, только в этом случае уже у лучника получается 65 единиц героя, и чтобы пробить такого молодого человека, нам нужно донса уже побольше, желательно 15, то есть 15 золотая середина, то есть делаем 15 донса, дальше мы уже будем в следующей эпохе, там мы будем делать акцент на метателей копий. Все, то есть они подошли, мы разменялись выстрелами, также сейчас 15 секунд проходит, мы идем в атаку. Если у нас выходят лучники, также разменяемся с ними копьями, все, отходим. 3, 4, 5 лучников ничего не сделают против такого отряда. Вот, в принципе, как это все должно происходить. Они подошли, половину хп потеряли, второй раз подошли, потеряли юнита. Ну, мы до сих пор все живы, все хорошо, все прекрасно. Постоянно идет дополнительный продакшн, то есть мы продакшн никогда не останавливаем. Постоянно настолько появляется еда, мы сразу же ставим в очередь. То есть у нас это будет бесконечный процесс. После перехода в Т2 наши ребята-строители возвращаются на фарме дым. Ролл у нас также стоит в лес. И мы начинаем к этому моменту уже строительство стрельбища. Стрельбище, чтобы контрить уже лучников противника. Желательно делаем 2 стрельбища, чтобы быстрее это все. В этот момент у нас уже достаточно донса, которые будут справляться и с лучниками, и смогут харасить с разных сторон, с разных флангов. До того момента, пока не прибудут наши бравые стрелковые отряды. То есть заходим с разных флангов. Желательно использовать этот билд на таких вот картах, где можно флангануть, обойти, с разных сторон атаковать. Противник не сможет за всем уследить. То есть заходим здесь, он отвлекается, атакуем с другой стороны. У нас уже готово 2 стрельбища, и начинаем продакшн метателей копий. Когда мы дошли до продакшна метателей копий, противнику будет уже совсем нехорошо. Потому что метатели копий, они легко будут расправляться со стрелковыми отрядами, да, в принципе, со всеми. Единственное, против кого метатели копий не так хороши, это против бронированных отрядов. Но тут, как я уже говорил, если это Священная Римская империя, у которой там есть бронированные отряды на старте, есть быстрый ремонт, хорошая оборона, то лучше использовать
против остальных же фракций это вполне себе хорошо работает. Вот также делаем кузницу, и в кузнице мы делаем в первую очередь железную подкладку. То есть защита от стрел нас больше всего интересует, потому что весь наш дамаг это вот он, все. Он именно от стрел. Оп. Уже 2 отряда появилось, очень идеально. То есть противник отвлекается здесь, он не видит, что тут происходит. Мы можем потихонечку подходить, убивать, отходить. Спрятались за деревом, поагрессировали здесь. Я специально сейчас вышку атаковал, чтобы у него сработал колокол на атаку. И в этот момент выбежал этим отрядом, чтобы атаковать. Ну, а противник наконец-то это уже просек. И вот такой вот контр-отряд мне поставил. Тут я не стал убегать. Тут такая ситуация случилась, что у меня копейщики наткнулись на лучников. И тут лучше принять бой. Принять бой и разменяться. Тем временем, с другой стороны, у меня продолжается активная атака. Не даем противнику, главное, золото. Ну или какой-нибудь ключевой вырез. На этом этапе наша игра подходит к концу. Морицы и кровопийцы свое дело сделали. Экономика противника разрушена. И он терпит фиаско. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки. Пока.